Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Недавно у нас появился вот этот красавец. Ну, конечно, красавцем его назвать это сильно громко, но красавец не в плане внешнего вида, а сорта. Сорт Adios Romance. На мой взгляд, это очень интересный, необычный сорт. Обратите внимание на покрывало. Какой интересной, необычной расцветки на початок. Ну, мне кажется, растение, сорт очень красивый. Растение это взрослое. Нижние листья почему-то были обрезаны. Этот лист, тоже край листа, срезан. Почему так поступили с ним, я не знаю. Нам это не удалось выяснить. Но тем не менее, растение старается, растение растет, цветет, выпускает новые листики. Ну, скажем так, борется за свою жизнь. Мы приобрели это растение и решили ему помочь. Как это сделать, сейчас будем разбираться вместе с вами. Давайте поближе рассмотрим это растение. Оно уже пошло в ствол, обратите внимание. Плюс нижние листья у него срезаны. Со временем эти участки высохнут. Нам придется их удалить, за счет чего ствол растения станет еще выше. Какие есть у нас варианты? Первый вариант – это обмотать ствол мхом сфагнум. Обратите внимание, здесь есть зачатки воздушных корней. Со временем ствол даст новые корешки. И мы сможем обрезать растение примерно вот здесь и посадить его в новый грунт. Этот вариант очень хорош, он считается самым щадящим вариантом, то есть растение не страдает. Остатки пенька также можно оставить в грунте. Через какое-то время от корней пойдет молодая поросль и получится пышный и хороший кустик. Но этот вариант для нашего растения не подходит. Посмотрите, какой здесь грунт. Он, конечно, похож на грунт первого состава, но, видимо, в этом грунте растение находится очень давно. Мох начинает разлагаться, кора уже тоже разложилась, и корни. Корни начинают подгнивать. То есть оставлять пенек можно только в том случае, если корни растения сильные, крепкие и здоровые. Ну, давайте не будем гадать. Извлечем растение из горшочка и посмотрим, что можно будет сделать. Аккуратно извлекаем растение. Так, стенки горшочка надо чуть-чуть помять, чтобы растение полегче вышло из горшка. И аккуратно извлекаем. Вот что мы имеем. 1/3 горшка это был керамзит, судя по всему. Грунт похож, конечно, на грунт первого состава. Чем и неудобен грунт первого состава, то, что в его состав входят мох, сфагнум и кора. Они подвержены разложению. И как бы мы ни старались, раз в год, 2 раза в год, все зависит от условий содержания растения, грунт придется менять, следовательно, растение пересаживать. Аккуратно очистим корни от грунта. Я не буду, наверное, затягивать этот процесс. Все это сделаю, помою корни и покажу вам, что у нас получилось. А дальше мы уже будем решать, как нам правильно поступить. Мы обмыли корни растения. Вот что у нас получилось. Корней мало. Судя по всему, растение взрослое. Здесь должна быть целая шапка корней. А здесь их немного. К тому же корни поломаны,
множество волосков, это и есть сам корень. А оболочка развалилась, сгнила. На стволе, похоже, вот гниль. Надо будет почистить, аккуратненько все это посмотреть. Корни у растения имеют нездоровый цвет. Корни растения должны быть белые, розовые, у темных сортов чуть-чуть фиолетовые. Здесь же грязно-желтый цвет. Все-таки мы решили пенек оставить и провести эксперимент. Сейчас мы обрежем лишние корни. Такие длинные не нужны, они все равно загниют. Почистить вот это место, убрать сухие чешуйки, обрезать так, как мы считаем нужным, и показать вам, что у нас получится. Итак, растения мы подготовили. Вот такую груду корней мы обрезали. Такая куча вот такому маленькому пенечку, она совершенно ни к чему. Она просто загниет, а лишняя гниль в горшке нам совершенно не нужна. Обрезали также цветы, обрезали остатки листьев и убрали чешуйки. У нас получился пенек. Здесь его лучше будет рассмотреть. И верхушка. Сейчас мы обработаем, присыпем пенек раствором фитоспорина. Срезы тоже аккуратненько надо присыпать все это. Неудобно, конечно. Ну вот, и здесь еще чуть-чуть. И будем садить его в грунт. Посадим сначала пенек, потом будем уже разбираться с верхушкой. Аккуратно все обработали. Теперь грунт мы используем, грунт второго состава, крупной фракции. На дно мы присыпаем микоризу. Она создаст благоприятную микрофлору в грунте и поможет растению быстрее адаптироваться. Ставим наш пенечек. Сверху также можно чуть-чуть присыпать микоризой. Когда корни у растения, у пенька пойдут, то грибочки быстро найдут эти корешки, и растение быстро пойдет в рост. Свободное пространство засыпаем грунтом. Сильно углублять мы не будем. Примерно вот так мы оставим. Чем хороша эта емкость, этот горшочек? Многие скажут: ой, какая большая. Нет, смотрите. Растение внизу, сверху мы накрываем пищевой пленкой, и получается своеобразная тепличка. Растению будет здесь хорошо и комфортно. Далее, что мы делаем с нашей верхушкой? Мы также его присыпаем, все срезы, фитоспориной. И вот здесь тоже можно будет так аккуратненько помазать. Здесь у нас, обратите внимание, вот воздушные корешки. Все мы это сохранили. Гниль мы срезали, прочистили до живой ткани. Здесь, скорее всего, тоже пойдет новый росточек. И это даже хорошо. Также используем грунт второго состава крупной фракции. Опять же на дно засыпаем микоризу. Кстати, очень хороший препарат. Многие участники нашей группы Telegram его испробовали на своих растениях и очень-очень даже довольны. Также на свободное пространство засыпаем грунтом.
Аккуратно так. Ну, это растение, видите, оно уже более как-то крепкое, и шансов на жизнь у него, конечно, больше, чем у пенька. Ну, эксперимент есть эксперимент, и надо все попробовать. Надеемся, что у нас пенек быстро пойдет в рост, и результат мы вам покажем. Верхушку я помещу также в свою тепличку. Здесь у меня свет, влажность, все подходящие условия для здорового развития растения. Листовую массу этого растения мы также обработаем раствором фитоспорина, потому что непонятно, в каких условиях росло растение. Ну, это не будет, я считаю, лишним. Итак, из нашего красавца, как я изначально сказала, получилось 2 растения. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч.